Истории инки из Лапландии. Северная тень. Легенда о Сайва-Риекке. Часть 1. Далеко в тундре жила шаманка инка. Та, что умела слышать тайный шепот невидимых сил и разговаривать с духами. И не всегда разговоры с духами были добрыми. Однажды ночью она стояла у своей вежи, смотрела вдаль на темную гладь озера Сиида. Тишина лежала над водой, как глубокий сон, но внезапно поверхность вздрогнула. Над ней поднялся черный вихрь, и из него возникла Рута, зловещая собирательница последних огоньков умирающих душ. «Инка, дитя земли и неба!» — злобно сказала Рута. «Я предупреждала, что придет время нашей встречи. Скоро ты потеряешь все и ответишь за то, что помешала мне. Ты закрыла мне путь к детским жизням, тем, что я получала раз в 300 лет. Ты заточила Мохту, медведя-оборотня, в дерево, и теперь пришло твое время за все ответить. Рута приблизилась, и воздух вокруг стал тяжелым, как перед северной бурей. Бойся, Инка, бойся. С тем, кто придет скоро, тебе не справиться. Она исчезла, оставив после себя клубы черного тумана. Но инка не дрогнула. Что за сила? Что за тьма идет ко мне? Несколько ночей подряд инку мучил один и тот же сон. В глубине леса горели 2 янтарных глаза, зовущие и таинственные. На 4-ю ночь шаманка поняла — это не сон, это зов. С первыми лучами рассвета инка отправилась туда, куда тянул свет сновидений, в древний лес. На вершине скалистого уступа сидела она, Вельма-Тайт, рысь, хранительница тайн, утраченных истин и затерянных троп. Ее мех был цвета застывшего золота, усыпанный пятнами, будто тенями от лунного света. Глаза сияли желтым огнем зимнего солнца, а тень под лапами была плотной, как ночное небо. «Я ждала тебя, инка, дитя земли и неба», — произнесла рысь. Инка склонила голову. «Ты хранительница тайн. Если ты сама позвала меня, значит, тайна велика». «Велико то, что древнее самой памяти», — произнесла Вельма-Тайт. Она тихо спустилась с камня, каждый ее след мгновенно поглощала тень. Янтарный свет в глазах рыси разлился по лесу, будто пробуждая его из глубокого сна. «Я расскажу, зачем позвала тебя», — продолжила она. «Север держится на балансе. Мир людей, мир духов, мир предков и мир зверей существуют вместе, как 4 стороны одного сейда.
когда-то давно появилось зло по имени Саева-река. И если бы духи не заперли ее под древним Сейдом, мир бы раскололся на тьму и свет, на живое и забытое, и ничто больше не смогло бы соединить их. Рысь подняла на Инку глубокий внимательный взгляд. «Ты хочешь знать, кто такая Саева-река?» — спросила она. Инка кивнула, чувствуя, как невидимый холод пробирается по спине. «Она не просто дух», — продолжила рысь. «Она была без тела и без имени, сущность пустоты, что живет в разломах между мирами, между жизнью и смертью, сном и бодрствованием, памятью и забвением. Чем больше трещин, тем сильнее она становится. А если одна из них достигнет основания мира, мир расколется пополам, и пустота начнет проникать в каждый дом, в каждое сердце. Она смеется тогда, когда что-то рушится. Память, жизнь, выбор, судьба. Ее смех, как удар по тонкому льду. Один раз, и лед дрогнет, второй, и пойдут трещины, третий, и все уйдет под воду. Если она вернется, ее смех сможет расколоть даже то, что считалось вечным, само пространство. Тени вокруг дрогнули, будто слушали. Однажды пустота нашла путь наружу. В северных лесах жила девушка по имени Ульян. Она была жизнерадостна и всегда улыбалась. И в ночь зимнего сияния исчезла. Через 3 ночи она вернулась, но это была уже не она. Это была тень от девушки. Пустота забрала ее тело, и духи дали ей имя, от которого сами вздрагивали. Саева-река, улыбка подземной пустоты. Инка почувствовала, как внутри все сжалось. Сначала она лишь наблюдала. Голос Вельма Тайт стал настороженным. Потом стала забирать сны людей. Люди просыпались выжженными изнутри, будто их души провели ночь в ледяной пропасти. Потом река стала забирать дыхание, шагала мимо вежи, и на рассвете находили того, кто больше не мог вдохнуть. Воздух вокруг Инки дрогнул, словно сам лес вспоминал страх. Лес вокруг ее шагов лишался звука. Птицы умолкали. Снежные узоры превращались в трещины, будто мороз боялся рисовать рядом с ней. Рысь хлестнула хвостом по земле, словно отгоняя саму память.
И тогда духи подняли над ней древний ветер предков. Не просто порыв, а шепот всех, кто когда-либо жил на этой земле. Каждый порыв был памятью, напоминая ей: ты часть мира, но твоя тьма не должна выйти наружу. Зов северных рек подхватил ее след. Эти звуки направляли ее, но одновременно отрезали любой путь назад. Ветер и реки шли вместе, не позволяя ей уклониться. Ледяные долины грохотали, каждый раскат был как удар судьбы, напоминающий, что зло, каким бы сильным оно ни казалось, не может обойти закон миров. Саева реку гнали, как охотники гонят зверя. Но эти охотники, духи, были воплощением самой природы и самой справедливости. Их сила была не в ярости. Они несли ее через леса и долины, через трещины и туман, пока она не оказалась у самого древнейшего Сейда. Здесь ее зло больше не угрожало бы лесам, рекам и сердцам людей. И духи, собрав всю свою силу, направили ее внутрь Сейда. Ветер предков, грохот ледяных долин и зов северных рек соединились в единый поток. Поток света и звука, что удерживал ее, не давая убежать. Рысь прищурилась. Но даже загнанная, она только улыбалась и смеялась, и, исчезая под камнем, сказала. Валь-Матайт повторила это чужим холодным голосом. «Я вернусь, когда придет время, и ни один дух меня не удержит». Рысь посмотрела на Инку глубоко так, что Инка ощутила свою собственную тень у ног. И вот это время пришло. Саева, река выбрала тебя, Инка, чтобы вновь вырваться наружу. Шаманку охватил ледяной холод. «Как мне остановить ее?» — сказала она, чувствуя, как пальцы дрожат, будто к ним прикасается невидимая рука. Валь-Матайт приблизилась. Ее глаза светились древними тайнами. Саева река боится лишь одного — тени. «Моей?» — тихо спросила Инка. «Да, тень — это не тьма. Это то, кем ты была до рождения и кем станешь после. Это твой след в мирах, где нет света». Она обошла Инку кругом, словно защищая. Древнее пророчество гласит: «Дитя земли и неба войдет в свою тень и вернется, замкнув трещину». «Но
Как? Как войти? Инка едва слышала свой голос. Рысь пристально посмотрела на шаманку. «Ты уже стоишь на пороге?» Она шептала незнакомые слова, как дыхание далеких миров. «Сделай шаг, Инка, но помни, те, кто входит в тень, не всегда возвращаются». Инка подняла лицо к небу, вдохнула ледяной воздух, и ветер прошептал ей: «Не бойся, Инка, духи с тобой». Она шагнула, и мир исчез.